Итак, прежде чем мы перейдем к более сложным видам форм, давайте посмотрим, какие у них бывают настройки. В нашем боте уже есть одна форма, и сейчас мы посмотрим, какие настройки для нее доступны. Для этого переходим в редактор кнопок и выбираем ту кнопку, которая содержит нашу форму. Переходим в ее настройки и выбираем настройки формы. Как вы видите, форма имеет довольно большое количество настроек, и первая из них – задать группу. По умолчанию все ответы на формы приходят в бот, однако при необходимости их можно перенаправить в отдельную группу. В данный момент в нашем боте не подключена ни одна группа, поэтому разговор об этой опции мы оставим на потом. Следующая опция – это задать админа. В каждый бот можно добавить нужное вам количество админов. Один доступен всем изначально. В этом боте у нас нет дополнительных админов, поэтому из опций только создатель бота. Админ выбирается нажатием на соответствующую кнопку. Следующая настройка – это заголовок. Заголовок – это та часть формы, которая содержит данные пользователя. Так вот, эту часть формы можно отключить. Следующая настройка – это footer. Footer – это та часть формы, которая находится под ответами и позволяет забанить пользователя, либо ответить ему. Если вам не нужна эта часть, ее также можно отключить. Включение и выключение, как и в случае с заголовком, производится нажатием на кнопку. Текущий статус отображен на кнопке. Footer выключен. Footer снова включен. Следующая настройка – это прислать вопросы. Функция позволяет не присылать админу вопросы формы. Админ получит только ответы пользователя. Если опция включена, то вопросы придут. Если выключена, то вопросы будут пропущены. Ответ как форвард. Эта опция позволяет сохранить в ответе пользователя ссылку на его профиль. Если опция выключена, то ссылка не сохраняется. Если включена, то ссылка будет добавлена в сообщение с ответом. Кнопка «Отмена». В каждой форме по умолчанию присутствует кнопка «Отмена», позволяющая пользователю не отвечать на вопрос и покинуть форму. Если опция включена, кнопка присутствует. Если опция выключена, кнопка не будет показана пользователю. Кнопка «Пропустить». При включении данная кнопка появится рядом с кнопкой отмены и позволит пользователю не отвечать на вопрос, а просто пропустить его и продолжить заполнять форму. Если опция выключена, то кнопка «Пропустить» не показывается. Если включена, то показывается. Следующая настройка – добавить теги. Она имеет несколько вариантов. Первый. К сообщению будет добавлен ID пользователя. Второе. К сообщению будет добавлен его юзер-код. По умолчанию данная настройка выключена. Данную настройку имеет смысл использовать, если вы отключили заголовок и футер, но по-прежнему хотите как-то взаимодействовать с пользователем. На данный момент это все по настройкам форм.